Ребята, всем привет из Филиппин! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы на острове Лузон у вулкана Майон. И сюда мы совершим прогулку на квадроциклах. Друзья, как я долго этого ждала, потому что мы находимся в городе Легаси в отеле Third Day Tourist Inn. Небольшой двухэтажный отель, в котором есть все необходимые, чистенький, светлый. Немного растений перед входом. Если вдруг пойдет дождик, можно воспользоваться зонтиком. Пройдем внутрь. Сразу же видим ресепшн. Сейчас никого нет, потому что раннее утро, но если позвонить звоночек, обязательно придут сотрудники. Мы приехали в 4 утра, поэтому нас быстро заселили, видели, что мы устали с дороги. Посмотрите, а в городе, видимо, какая-то тема есть с плетеной мебелью и ковры, такие как handmade. Скорее всего, что-то такое здесь есть. Подставочки тоже интересные. Очень красиво здесь. А еще обратите внимание, какая здесь люстра. Я, конечно, видела уже что-то подобное из этих ракушек, но чтобы был такой красивый абажур. Немножко погуляем по отелю, посмотрим, что здесь еще есть. Если вдруг вам нужно купить водичку, снеки какие-либо, это можно сделать прямо здесь, а не идти в магазин. Вот еще есть холодильник с напитками. Здесь зона отдыха для тех, у кого комната на первом этаже. Мы находимся на втором. На втором этаже также есть несколько комнат. Здесь наша. Пройдем позднее потом в нее. Здесь находится кафе, в котором можно позавтракать. Завтраки включены в стоимость проживания. Они, конечно, больше филиппинские, но посмотрим, что для нас приготовят. Мы сказали, вполне подойдут обычные яйца. В любое время можно сделать себе кофе. Здесь есть стаканчики, есть термос. Здесь также есть терраса. И отсюда лучше можно рассмотреть эту красивую люстру или абажур. Я даже не знаю, как правильно назвать это украшение. Замечательная терраса, красивая, на свежем воздухе. Можно позавтракать здесь. Город потихонечку просыпается. Нам тоже пора потихоньку собираться в наши приключения. Посмотрите, какая просторная и светлая у нас комната. 2 кровати. Одна большая двухспальная и другая дополнительная кровать. Есть тумбочка. Тоже, посмотрите, обратите внимание, все из плетеное, и ковер плетеный, и изголовье у кровати. Видимо, ручная работа. Есть большой телевизор, столик. Приносят все необходимые тюбики, баночки, шампунь, гель для душа, туалетную бумагу, мыльца и одноразовые щетки. Также каждый день приносят воду, есть холодильник и кондиционер. Хоть и горизонтального типа, но новенький и бесшумный. Пройдем в душевую. Ну, здесь тут, скорее всего, стандартно. Раковина, унитаз, есть розетки, душ с горячей водой в качестве электронагревателя воды.
Но что удобно, есть полочки, здесь можно развесить еще вещи, так как большого шкафа нет. Поэтому вполне себе неплохо. Пройдем здесь несколько ночей, и потом будет другое место, но об этом позднее. Добро пожаловать на завтрак. На завтрак у нас жареные яйца, бекончик, сосиски, помидоры, огурчики, также еще есть омлетик и тушеная говядина. А еще на завтрак у нас тарелка с фруктами. Это манго и сок. Это ананас. Сейчас мы проходим небольшой инструктаж. Нам рассказывают о нашем маршруте, как выглядит Green Lava, куда мы направляемся. Мы находимся в офисе агентства, которое представляет гиды, которые представляют квадроциклы. Называется Mayon Sky Drive. Они самые крупные в этой провинции, поэтому мы решили обратиться именно к ним. Сейчас надеваем шлемы. Так. Надеваем шлемы, берем с собой камеру, берем с собой дрон, потому что будет специальная площадка, откуда можно будет полетать. И отправляемся на прогулку на квадроциклах. У нас будет, получается, две точки, то есть как бы две программы. Первая ведет программа к зеленой лаве, а вторая будет, как она называется? На самой доступной вершине, к которой можно подъехать. Да, ну, в общем, будут две точки. И, собственно, когда мы туда будем подъезжать, мы вам это все еще расскажем. Только что прошел брифинг небольшой. Все рассказывают, все показывают. В общем, собираемся. Вот стоят наши красавчики. Ну что, какой ты хочешь, черный или красный? Выбирай. Без разницы. Мне больше интересно, how much cc? 150. 150 кубиков. То есть, в принципе, не самый слабый, скажем так, аппарат. У них, кстати, даже есть 300. Да, но есть еще 125 бывает. Ну что, отправляемся. Погнали. Приезжаем в фантастические виды на вулкан Майон. Он действительно выглядит очень идеальным, потому что у него ровный конус красивый. По поводу вождения, сначала мне было тяжеловато, потому что все-таки вес этого квадроцикла, он чувствуется, это не как на скутере. Взял, поехал так быстренько. Тут приходится еще преодолевать некоторые камни. Сейчас мы едем по обычной дороге, поэтому вполне сейчас комфортно. Да, до этого проезжали сквозь речку, по бездорожью, потом выехали на нормальную дорогу. Видим, что идет, кстати, на этой дороге ремонт, и потихонечку приближаемся вот к вулкану Майон.
Добрались мы до нашей первой точки, которая называется 2018, и это неспроста. Именно в этом году последний раз извергался этот вулкан. И видели прямо здесь, поэтому считается, что это сейчас самая такая красивая площадка, чтобы посмотреть на конус вулкана Майон. Да, мы сейчас еще немножко вперед пройдемся. Сам вулкан высотой примерно 2450 метров. Вот, мы на высоте около 700 метров. Здесь помимо вида на вулкан, с другой стороны, чуть позже обязательно вам покажем еще вид на город, в котором остановились, который называется Легаспи. Легаспи. Также еще есть такой вид активности, как хайкинг к самому кратеру, но сейчас какой-то определенный промежуток времени, когда забираться нельзя, потому что у вулкана есть какие-то, знаете, вот эти вот активные действия, но не такие, что он испускает лаву, но просто не рекомендую туда ходить. Да, и вообще вулкан Майон считается самым активным на Филиппинах. Ну и, в принципе, самым красивым. Давайте подойдем чуть поближе к обзорной точке. Вот так называется обзорная точка. И здесь начинается небольшая тропинка, так называемый Lava Trail, по которой мы тоже с вами можем немного пройтись. Еще очень здорово, как нам сказал гид, то, что мы видим весь вулкан, его конечность, потому что многие туристы, приехавшие в это место, застают его в облаках. Ну, а нам повезло. Прекрасная сегодня погода, правда, очень-очень жарко. Никого больше из туристов мы здесь не видим. Мы здесь совершенно одни. Потрясающая природа и потрясающий вид. Сейчас проходим камни, которые покрыты лавой, которая извергалась в 2018 году. Можно их потрогать, и даже будет оставаться небольшой след на пальцах. Как уголь. Прогулялись мы, наверное, метров 100-150 по тропке. Дошли до еще одной точки, полюбовались вулканом. И сейчас, конечно же, хотим запустить дрон, чтобы посмотреть на него с высоты. Полетал я на дроне. Надо сказать, что впервые я поднимался на максимальную высоту 500 метров, которая разрешена для дрона, но до вулкана было еще очень-очень далеко. Поэтому это кажется, что вот он совсем рядом, мы его видим, но на самом деле не так-то просто. Я поднимался на высоту 500 метров и улетал больше километра, где-то километр 200. Вот, но вулкан был по-прежнему еще далеко-далеко, поэтому смотрится фундаментально. Ну а сейчас вид на город Легаспи. Достаточно мелко видно, но все равно с вершины можно наблюдать городишко, в котором мы остановились. Именно отсюда большинство туристов едут смотреть этот вулкан. Сейчас мы побывали в точке, которая называется 2018. Это самый длинный маршрут, наверное, самый дорогой по цене. Но поскольку у нас сегодня совмещенный вариант, то мы направляемся и на вторую точку, которая называется Green Lava, зеленая лава.
минут 15 мы, наверное, ехали до нашей следующей точки. Вначале спустились вниз, выехали на главную дорогу. И дальше по соседней дороге добрались уже до следующего вьюпоинта. Надо сказать, что наши квадроциклы, конечно, очень высокая проходимость. Мы летаем просто по камням, по кочкам из стороны в сторону. Я хотела добавить, что на этих квадроциклах ранее, когда мы катались в других странах, мы просто, знаете, на них катались по каким-то дорожкам. По пустыне мы катались в Египте, мы катались на Занзибаре в лесу, то есть... Да, а вот здесь вот ты знаешь, что ты едешь к какому-то конкретному вьюпоинту, что тебе этот транспорт здесь именно необходим, потому что без него здесь никак не справиться. Ну, то есть только пешком можно дойти, наверное, разве что. А так, наверное, либо на профессиональном мотоцикле каком-нибудь. Ну да, периодически встречаются нам люди либо на мотоциклах, либо так же, как мы, на квадроциклах, но туристов совсем-совсем немного, хотя сейчас разгар сезона. Я наконец-то смогла постигнуть этот транспорт, и уже быстрее сейчас водила, могла быстрее ездить за нашим гидом, и он такой тоже нас говорит, ну все, классно ездишь. Первым делом мы зашли в местную палатку, небольшой магазинчик здесь. Хотели взять воды, но здесь оказался кокос, всего лишь 35 песо, достаточно дешевая цена, с учетом того, что туристическое место, поэтому давайте попробуем сразу этот кокос. Круто? Угу. Очень сладкий, еще и прохладный немного, поэтому великолепно. Взяли один себе и один кокос для нашего гида. Держи. Где? Вот здесь. Правда вкусный, да? Он и, ну, в общем, идеальный такой сладость, кислость и прохлада. Великолепно. 35 песо, 50 рублей. А нам еще говорили, что они здесь растут, и можно будет по дороге где-то их выпить. Я все искала глазами, где, и вот наконец-таки нашли палаточку эту. Очень вкусный. Сейчас наш гид нам поведал легенду, почему это место называется Green Lava, потому что сотню лет назад здесь тоже было извержение, и лава находилась в этом месте, но после этого здесь за территорией стали ухаживать, здесь стал зеленый газончик, трава, сад, поэтому это место сейчас и называется Green. Поэтому... Кстати, видим, что здесь растут кокосы, папайи, очень много цветов. Место действительно красивое, но единственное, что верхушку здесь не так хорошо видно, как было в прошлый день. Да? Мне кажется, это еще из-за того, что сейчас, ну как, туманом назвать, да, или облаками. Облака. Да, облака немного заволокли верхушку, поэтому ее чуть хуже видно. Но место по-прежнему красивое, очередной вьюпоинт. Поэтому иногда можно выбирать либо этот трейл, либо тот, на котором мы были. Все на ваше усмотрение. Но чем раньше вы приезжаете, тем лучше, потому что больше вероятность того, что вы увидите верху. Да, хорошая погода – это залог хорошего вида на вулкан. Хочу показать вам, как растет здесь папайя. Смотрите, небольшие деревья. Здесь совсем маленькая. Когда папайя поспеет, она приобретет оранжевый оттенок. И вот здесь еще мы видим деревья. Они здесь повсюду. Если так гулять, можно увидеть. Здесь папайя. И там еще несколько деревьев. Помимо отличного вида на вулканы, ухоженного сада, есть несколько локаций для фотографий. Велосипед, вот тут сердечки различные. Чуть дальше качели находятся. В итоге наша прогулка длилась около 3 часов, мы побывали на 2 точках, но, в принципе, можем рекомендовать вам любую из них.
А вот это вот Green Lava стоит чуть подешевле, но вид открывается не менее потрясающий, поэтому можете приезжать сюда смело. Нам гид рассказал, что обычно группы бывают и по 10 человек, и по 15 человек, и даже 50 человек бывает группу. Поэтому нам вдвойне повезло, что мы были лишь вдвоем. Мы достаточно все оперативно делали, смотрели, снимали видео. Что добавишь? Добавлю, что есть еще другие виды трейлеров. То есть, например, вот есть еще черная лава. Black Lava, да, еще Да, есть. она очень популярна, потому что она еще и самая короткая. И она подешевле всего. Поэтому выбирайте любую. Отовсюду открывается потрясающий вид на вулкан. Ну и, конечно же, обязательно приезжайте сюда, потому что это того стоит. Да, сейчас мы возвращаемся обратно. Ну, еще в офисе немножко покажем вам кадры, еще чуть-чуть расскажем о компании, с которой мы сюда приехали. Обратно мы ехали по другой дороге, через речку, поэтому еще немного приключений. И сейчас уже в офисе компании. Компания называется Mayon Sky Drive. Одни из лидеров в этом направлении. Как нам еще рассказали, что квадроциклы, на которых мы ездили, они совсем новые. Они буквально неделю назад лишь пришли в компанию, и мы первые, кто отправился на них в путешествие. Также здесь можно еще посмотреть фотографии после вашего приключения. Вас по дороге фотографируют, и здесь вы можете приобрести фотографии. Пока, правда, не знаю цену, но вот смотрите, допустим, похож, да, вроде? Ну, вроде похож. Вот так примерно это все выглядит. How much for picture? 200 per print, sir. And your soft copy, I will give you a soft copy. You mean 200 for One hard copy. for one picture? One print. One print. Распечатана. One print, and also you I will give you a give me a copy of all photos, yeah? Ну, уточнили цену, стоит это 200 песо, то есть вам одну фотографию распечатывают, все остальные фотографии вам сбрасывают. Поэтому 200 песо за все фотографии плюс одна напечатанная. В принципе, нормальная цена. Также вы можете отблагодарить вашего гида. Вот такую фотографию мы выбрали. Здесь мы с Томочкой катимся к вулкану Майон. Немножко похоже на открытку данной фотографии, да? Но совместных фотографий других нет, поэтому мы решили выбрать ее. Ну, на самом деле красиво, ставят сюда они еще название своей компании, ставят дату, когда мы здесь были. Ну, в общем, какие-то свои узорчики. Получается такая красивая фотография. За 200 песо. Хочется отметить, что это было великолепно. Потому что мы так долго добирались вообще до Легазпи, такой у нас длительный был переезд, и мы не знали, чего ожидать, но в итоге все восхитительно. Еще хочется отметить, что мы сегодня с вами были вот на этой трейл, то есть 2018, да, маршрут. Отдельно он стоит 2600 песо с человека. Также мы с вами были сегодня на Green Lava Trail. И отдельно он стоит 1850 с человека. Но два этих маршрута вместе, если вы берете так называемое Long Combo Trail, то все вместе это стоит 3000 песо с человека. То есть не намного дешевле, чем просто съездить на 2018. Поэтому решать вам, 3000 песо с человека. Причем стоимость не зависит от группы, да, вы можете быть как вдвоем, так у вас может быть и 10 человек. Поэтому, в принципе, если вы хотите поехать в это место вдвоем, вы заранее об этом можете договориться с компанией. Поэтому оставим ссылочку в описании на эту компанию Mayon Sky Drive. Обращайтесь с ним и получайте массу новых эмоций. Пишите вопросы, комментарии, и всем до новых встреч. Всем пока. Всем пока, друзья. Скоро увидимся.